Для приготовления кяты нужно делать тесто, приготавливать тесто. Для теста нужна мука, вода, соль и одно яйцо. А скажите, пожалуйста, сколько берете муку, сколько берете воду? Это смотря сколько кяты мы будем приготавливать. Ну, 4 штуки. 4 штуки, 300 грамм мука, Так. одно яйцо. А сколько воды? Половина стакана. Половина стакана воды, этого достаточно. Да. Покажите, пожалуйста, каким должно получиться тесто. Ваше тесто покажите. Тесто я заранее приготовила, чтобы тесто özüne gelsin, ne diyeyim. Да, немножко созрело, да? Да, немножко, чтобы созрело. И тесто делим штучно, сколько штук хочешь. Вот я приготовила, у меня получилось 4 штуки кяты. Да. Сейчас, а потом начинаем начинку делать. Хорошо, что нужно для начинки? Вот это что у вас такое? Творог. Творог, так. Еще что? Зелень. Такой. Расскажите, пожалуйста, какая зелень? Я вижу, что здесь есть очень разная зелень. Какая здесь зелень есть? Зеленый мука, кинза, этот укроп. Шпинат есть? Шпинат есть, да. Крапива. Крапивы. Джинджили, вы сказали? Джинджилем, да, так Это, сказать. знаешь, что такое, как переводится джинджили на русский язык? Мокрица. У нас такая трава встречается редко, можно обойтись без Да. нее. Одним словом, набирается до 7 различных трав в эту начинку. Ну что, давайте делайте начинку, а вы начинайте раскатывать тесто. Потому что мне не терпится видеть, посмотреть, как это Я получится. эти зелени положу сюда. Немножко соль положу. Немножко соли. Да. Два шпочка так. И что надо найти? Ну, творог. Творог, что? да. Значит, вы видели сколько? Вот на 4 кяты полная, полный, огромная, да. как, можно сказать, что если вот обычные суповые косы 400-граммовые, 2 400-граммовые косы зелени, творог сколько взяли? Шор сколько взяли? 250 грамм, что ли. 250 грамм примерно. То есть начинки получается довольно много. Пожалуйста. Вот Тесто так тесто раскатываем или еще больше надо раскатать? Это по своему вкусу. Если хотите маленькие кята, тогда Не, нужно... я хочу большой кота. Да. Если маленький, нужно тесто маленькое. Сколько берете начинки? Положите начинку. Накрываем, получается такой огромный чебурек с зеленью. Ну, вы знаете же, да, все знают, Да. что чебурек обычно, конечно, жарят на масле. На. Да, и, как Возьми. правило, чебурек – это все-таки мясное блюдо. А здесь только зелень и творог. А вот закрываем тесто, а потом обрабатываем его, чтобы Роликом. роликом, чтобы лишнее... Вот красивая кята получилась. Возможно, что некоторые из вас поспорят со мной. Что это за кята? Это же кута просто очень большой. Но в различных регионах Азербайджана это изделие называют по-разному. Янже называют именно кята. Причем я знаю еще одну, не то чтобы разновидность кяты, а просто абсолютно другую выпечку, которая тоже называется кята. А это уже знакомая вам утварь, которая называется саш. В Азербайджане саш используют очень широко. Его можно использовать и вот так. Например, иногда на нем можно пожарить джизбес. А иногда его используют вот так. Его ставят над огнем, чаще всего, разумеется, над костром. Костер разводят из небольших, толщиной примерно с палец ветвей.
И тогда на нем можно выпекать хоть лаваш, хоть кяту. А по сути дела, что такое кята? Лаваш, в который положили зелень и творог. Зелень и сыр. Это традиционное для Азербайджана сочетание. Ввиду того, что Саш чаще всего готовят на живом огне, принято обслуживать его, сидя на ковре. Gelin bacı, gelin buraya. Посмотрите, хорошо нагрелся? Можно начинать? Давайте начнем, пожалуйста. Терпения-то нет. Где твоя палка? Чем будешь? Она Руками? да. Смотрите, она там, когда его берет, она его так сложила аккуратно. Ой, горячо. Как вы берете руками? Нет, еще нет. Вот начало выпекаться уже тесто, но еще нет, еще немного. Вообще подсаживать слишком большого огня не надо. Если измерять температуру сахара, что оптимальная его температура для выпечки, что лаваша, что кяты, примерно 225 градусов. Удивительно важная температура для печной кулинарии вообще. Что в печи, когда мы печем лепешки, чурек, лаваш, что в тандыре, что на сам, оптимальная температура поверхности одна и та же. 225 градусов. Тетушка Сидигюль решила разделить тесто, чтобы сделать побольше кяты, чтобы всем хватило. А мне нравится вот такая большая. Я с кем-нибудь пополам. Сидигюль баджи, Правильно? один вопрос есть. Например, когда кяту кушают, чем ее можно посыпать? Что к ней еще Ну, можно надо подать? Что еще? Когда Гранаты. подается сумак, Гранат тоже. Это говорит сумак, это говорит гранат. Теперь кого я слушать не знаю. И то, и другое будет очень вкусно. Посыпьте гранатом. У кого есть сумак, посыпьте сумаком. гранатом, Гранатовый да, зернышко. это вовнутрь вместе с зеленью мешают вовнутрь А с это- гранатом, а сумак сверху, когда уже маслом Помадыш. помажешь, а потом сумак Почистить. язырится. Вот котых рядом ставят. Не знаю, у нас лично не ставят. Кому как нравится это. Но я не слышала, что... А я вам советую. Попробуйте вместе с холодным йогуртом. Вот эта горячая кята, очень пряная ароматная зелень внутри, сверху кисленький сумак или гранат и рядом коты. Вот это получится очень такой азербайджанский завтрак, или можно сказать легкий ужин. Hazır diyor ya. Maşallah. Большие тарелки. Те, кто держит диету, азербайджанские рецепты смотреть не должны. А то им плохо станет. А нам будет только хорошо. Потому что с маслом, что Кятасы. лаваш, что кята, что кута, всегда вкусно. Gülmez böyle. Bir tarafıyla bu öbürsüne gelsin. О, сюда на начинке не пожалела. Посмотрите, какой толстая кята такая получилась, а? Потому что у нас дома гость есть. А сама стройненькая кяту толстую сделала. А что, худеньких никто не любит, все толстенькие любят. Вот, слышали? Слышали, да? Эта женщина жизнь пожила, она разбирается. Она разбирается, что мужчины в Азербайджане обращают внимание на полненьких женщин больше, чем на худеньких. Нет, я шучу. Я тоже шучу. Спасибо вам.
Раз уже заговорили об этом, давайте я скажу свое мнение. Для любого мужчины очень важно, чтобы его жена была здоровая, имела хороший характер, была трудолюбивая и чуть-чуть веселая. Да? Она будет чуть-чуть полненькая или чуть-чуть худенькая. Это не важно. Самое главное, чтобы здоровая была. Самое главное, чтобы настроение не портила. Правильно, правильно. Молодец. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Что? Попробуем? Вот как выглядит очень хороший катык. Посмотрите, сверху жирная корочка сливок собралась. Но это не проблема. Вот с этим кята этот катык будет очень вкусен. И еще я хотел показать вам, что же такое сумах. Некоторые путают ее с зернами граната. Нет, это совершенно другая ягода. Это именно что ягода, а не зернышки из плода граната. Вот какой он сумах, посмотрите. Вот какой сумах. И этим сумахом посыпают кету. Знаете, зелень кисловатая, пряная, тесто пропитанное маслом. И кислинка совершенно особая, совершенно уникальная, уксусного оттенка кислинка ягоды сумах завершают композицию. Дорогие друзья, даже такое простое блюдо, как кутабы либо кята, может иметь вариации. Некоторые ее готовят с творогом, некоторые ее могут готовить с сыром, некоторые готовят с чистой зеленью. Кому как нравится, кому как подходит. Но я вам желаю приятного аппетита!